Ребята, снова всем привет! Если вы подписчик нашего канала, то вы, наверное, уже знаете, да, как мы смазывали петли. Если вы новый зритель, то посмотрите это видео как новый зритель. Значит, промазал уже несколько дверей, вот таких вот новые межкомнатные двери, петли-бабочки, вот они. И настал момент промазать двери в ванной комнате. Сейчас я покажу вам, чем я их промазываю. И вы постараетесь тоже использовать эту смазку. Не обращаем внимания на интерьер, в квартире ремонт, все никак не закончим. Значит, смотрите, купил вот такую вот смазку в хозтоварах. Пару лет назад покупал ее за 50 рублей. Сейчас, может быть, 100 рублей она стоит, но может 150, ну, в общем, приобретите вот такую вот смазку, Литол 24. Эта смазка лучше, чем солидол. У меня есть отснятый по этому поводу видеоролик, поэтому литолом сейчас я буду смазывать. Ну а если сейчас вам лень идти в магазин и у вас есть вот такое вот машинное масло, то попробуйте временно смазать. Когда начнут еще раз скрипеть, тогда уже купите литол. Итак, друзья, смотрите, нам нужно литолом попасть вот в эти места. Вот видите щели? Вот подшипничек, вот сюда нужно попасть. Смотрите, петли у меня новые. Я их разбирать не буду. Но если у вас есть желание, их вообще можно разобрать. Вот снизу и сверху снимаются заглушки. И дальше вы промазываете весь механизм целым. Но я это делать не буду. Потому что двери новые. Я еще не хочу пока что их разбирать. Вот смотрите, на палец набрал горошинку литола. И вот сюда вот давим пальцем, чтобы воткнуть его в эту щель. И вот здесь то же самое делаем. Все, есть. Загнал литол сюда. Теперь делаем все то же самое с нижней петлей. Взял горошинку, сильно много не берите. И вот смотрите. Вот раз. И просунул. Есть. С этой стороны все отлично. Желательно дверь распахнуть на максимум. Но у меня не получается, у меня тут запасы воды сейчас стоят. Поэтому, смотрите, я дверку закрываю. И теперь, видите, вот солидольчик. Беру еще горошинку на палец. И вот так вот промазываю. Все то же самое делаю снизу. Все, прям вдавливаем. Есть. Видите, немножко дверь заделал вот солидол, этим литолом. Ну вы поаккуратнее просто это делаете. Так. И снизу делаем все то же самое. Берем. Видите, здесь прям аж, вот видите, аж этот подшипника, чтобы подвыдавило немножко. Ну, в общем, все оно делается качественно, в кавычках. И поэтому потом происходят различные проблемы. Есть. Промазал. Теперь что делаем? Берем теперь, открываем дверь. И смотрите. Солидол убираем, он нам, в принципе, уже, наверное, не нужен будет. И теперь нужно вот таким образом погонять дверь. Для того, чтобы сейчас эту смазку разработать. Все, погоняли. Я думаю, достаточно. Скрип не уходит. Пришлось расчистить вот этот угол, убрать воду, для того, чтобы нормально дверь вот так вот распахнуть. Видите? И теперь беру литол еще разочек. И мы сейчас вот в таком виде, видите, здесь немножко его выдавило. Мы его сейчас обратно подзагоним. Вот видите? И снизу сделаем все то же самое. Вот. В распахнутом виде вы просто больше сейчас дадите оборот двери.
на открытие, закрытие, и он быстрее зайдет в нужные места, начнет работать. Итак, теперь закрою. И видите, здесь подвыдавило, вот на дверь немножко выдавило. Ну, в общем, вы аккуратно все делаете. Это я спешу, а вы не спешите. Мне сейчас надо видео загружать на один канал, на второй канал. Вот это спешка. А спешка нужна при ловле блох. Так, друзья, и тут. Ой, как хорошо, видите? На развороте, когда вообще хорошо заходит, во все места промазал. Все. Теперь точно мне солидол уже, точнее литол не нужен будет. Еще раз посмотрите. Вот так вот он выглядит. Все, убираю его. Теперь начинаем ее. Слышите, скрип уже уходит. Все, его нет уже почти. Все, друзья, я это сделал. Берем обыкновенную туалетную бумагу, вытираем свой палец и аккуратненько вытираем заделанную петельку, вот, чтобы все насухо было. Верхнюю также поступаем с нижней. Вот раз ее и убрали. Теперь раскрыл двери и здесь делаем то же самое. При необходимости можете сменить бумажку. Я потом чистая бумажка еще раз пройдусь. То есть это сейчас черновая у меня обтирка, затирка. А потом чистая будет чистовая уже. Вот таким образом, друзья, делаем. Так, ребята, в описании будет ссылка на очень классные группы ВКонтакте, где размещают жилье на море без посредников, хозяева жилья. Вы можете забронировать жилье в Крыму на море, либо в Краснодарском крае, например, в Анапе, в Геленджике, в Сочи. В общем, в описании заглянете, там будет ссылки на группы. Если нужно жилье в Крыму, то бронируем, жмем, переходим в Крым. Если нужно жилье в Краснодарском крае, то жмем на соответствующую ссылочку, переходим в Краснодарский край. Агентам недвижимости посредников нет. Поэтому имейте в виду, спокойно звоним хозяевам и бронируем. Так, все, в общем, вытер я это все дело. Давайте проверять, как работает дверь. Ну, в общем, вот таким образом делается промазка. Смотрите, скрип ушел, но если не уходит, то еще раз промазываем, всовываем литол побольше. И именно дверь эту туда-сюда вот крутим, для того, чтобы смазка нормально зашла во все щели. Теперь еще один момент, обратите внимание. Вы можете взять вот так вот, если у вас два человека, допустим, один может ногу ставить в дверь и немножко ее приподнять. Сильно высоко вы ее не поднимете, там буквально несколько миллиметров получится поднять, для того, чтобы больше всунуть литол 24. Вот, берете, вот, и ногой можно поднять, сильно прям не усердствуйте, чтобы что-то подставлять туда, вы можете что-то подставить и поднять чем-то, каким-то рычагом, но есть риск, что вы повредите дверь. А так, в принципе, все, друзья, смазка завершена, но имейте в виду, если будет продолжать скрипеть, даже смазка, вы заделали смазку и все равно скрипит, тогда, ребята, не уйти уже от того, что нужно будет их разбирать. То есть выкручиваем петли полностью, вот от двери отсоединяем вот здесь. Дальше, в принципе, у вас тут будет отверстие уже, просто запоминаем, где какая петля, отмечаем, это верхняя, там нижняя, как-то отметки делаете. И после уже снимаете вот эти заглушки вот внизу, вверху,
И полностью механизм промазываете полностью. Почему? Потому что там, скорее всего, внутри уже выработалась смазка. Вот, поэтому имейте в виду, как это делать, у меня нет отдельного еще видеоролика, но когда я дойду до вот этой вот стадии скрепения, когда уже смазка вот такая вот не будет помогать, тогда я обязательно сниму для этого видеоролик для вас. Но, если что, имейте в виду, что есть в ютубе видеоролики по разбору петель бабочек. И, ребят, всем спасибо за просмотр, за уделенное время. Напишите свой комментарий, как вы смазываете петли. И не забудьте подписаться на группы и бронировать жилье на море без посредников. Всем до новых встреч, всем пока.